Привет! Спасибо за просмотр прошлого видео про Snow Miku фестиваль. Сегодня я хочу показать вам вторую часть, и начну я с Miku трамвая, ежегодного события, ставшего уже традицией. Поймать его было очень сложно. Этот трамвай ездит по всем ивентовым местам с Miku в Саппоро. Также одна из традиций – это колесо обозрения, в кабине которого играет музыка с Miku, а при покупке билетика на колесо можно получить открытку в подарок. В этом году не было концерта Snow Miku, но было выступление Мараси. Первая половина концерта прошла только с участием пианино и вокалоид-музыки, а во второй половине уже присоединились Рин, Мику и Хосуна Итика, новый айдол, созданный специально для игры Project Sekai, которая выйдет в этом году. После концерта мы пошли в кафе Magic Spice, которое также ежегодно сотрудничает с Miku и дает стикер в подарок каждому, кто покупает специальное меню. Как и всегда, в специальном меню был вкуснейший карри-суп с луком и сода с мороженым, моти и сливками. Очень вкусно! Я ходила в это кафе уже 2 года подряд, каждый раз во время проведения Snow Miku, и было так приятно знать, что хозяйка этого кафе запомнила меня и ждала, когда я приду и в этом году. Я была так рада! Следующий день начался с караоке. Так как было сотрудничество со Snow Miku, все помещение было украшено иллюстрациями, также были специальные блюда, за покупку которых можно было выбрать подарок – блокнот, календарь или ручку. Мы решили попробовать все меню. Это была картошка фри, рамен, парфе с мороженым и омурайс. Потом мы пошли в магазин Animate, где была своего рода небольшая выставка. В основном там были именно товары для продажи, но я посчитала это тоже интересным, чтобы показать вам. В Animate было просто уйма товаров. И самое интересное – музыкальный альбом от Current, выпущенный специально для Snow Miku 2020. Его я и купила. Еще была доска с рисунками и пожеланиями от фанатов, поэтому я тоже решила оставить небольшой след. Обычно, когда я вижу стену с рисунками, я всегда рисую что-нибудь на память, не могу пройти мимо. Следующим на пути у меня опять было кафе. Это Мираист кафе, в котором я тоже была предыдущие 2 года, но в данный момент это кафе переехало в другое место, а специальное меню с Miku немного изменилось. Нету того юкино парфе, которое я пробовала в предыдущие разы, но и не изменилось то, что можно получить в подарок значок за покупку любого блюда. А далее будет небольшой отрывок с выступления снежной фигуры Miku. Приятного просмотра! В аэропорту Читосы, как и всегда, можно встретить Snow Miku Skytown, который провожает и встречает гостей Саппоро. Это музей, магазин и кафе совместно, работающие круглый год. А в декабре прошлого года, кстати, Snow Miku Skytown исполнилось 5 лет. В этом магазине продаются специальные товары и есть особые гасипон-машины, которые больше нигде не найти. В музее есть большая фигура Snow Miku в полный рост,
а также выставка товаров и фигурок, которые выпускались ежегодно в честь Snow Miku фестиваля. В кафе я, к сожалению, не успела, поэтому я не смогу вам его показать, но успела оставить свой рисунок на стене. К следующей своей поездке, в следующем году, я подготовлюсь лучше и сниму более подробное видео для вас. Я надеюсь, что вам понравилось такое небольшое видео с данного ивента, и я смогла передать частичку этого веселья. Не забудьте лайкнуть это видео и прокомментировать его, если хотите видеть больше отчетов с различных событий. А пока что, спасибо за просмотр! Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!